Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об озере Иссык-Куль. Что мы знаем о нем? Что это горное озеро и, скорее всего, расположено в горах. Оно же горное? Вот, пожалуй, и все. Но это, дорогие друзья, мне кажется, маловато. Высокогорное озеро Иссык-Куль – одно из удивительных, красивейших и целебных озер нашей планеты. Не зря его называют жемчужиной Киргизии. Располагаясь в одной из котловин горного массива Тянь-Шань, оно влечет путешественников со всего света. Так почему же это место считается необычным и особенным, а для местных жителей еще и священным? Это нам обязательно нужно узнать здесь и прямо сейчас. Поехали! Прежде всего, надо отметить, что Тянь-Шань – уникальное место на Земле. Это почти самые высокие горы в мире, уступающие только Гималаям и Памиру. И одно из сокровищ Тянь-Шаня – озеро Иссык-Куль, пульсирующее сердце Евразии, расположено в горах центрального Тянь-Шаня на территории Кыргызской республики. Иссык-Куль – одно из крупнейших и красивейших горных озер мира. Озеро окружено высокими горными хребтами Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау. По мере подъема по их ущельям великолепные леса из реликтовой тяньшаньской ели сменяются пышными горными лугами, а затем закованными в лед грозными пиками и вершинами. Абсолютная высота над уровнем моря 1607 метров. Площадь зеркала воды 6236 квадратных километров. Протяженность береговой линии 688 километров. Средняя глубина 278 метров. Наибольшая же глубина почти в 2,5 раза больше и равняется 702 метрам. Длина озера 178 километров, ширина 60, объем воды 1738 кубических километров. Уникальное строение озера, его иногда называют глазом Земли. Такое название Иссык-Кулю дал Алексей Леонов, космонавт, первым вышедшим в открытый космос. Когда он увидел из космоса голубую гладь воды, Алексей сравнил озеро с глазом Земли. Но канал Планета Земля наше все. И мы пошли дальше и определили, что это правый глаз Земли. Как так, спросите вы? А вот так. И теперь вы знаете, что левый глаз – это озеро Цинхай, а Гималая – это улыбка нашей красавицы. И вам больше это не развидеть. И пусть это останется у вас в памяти. А как появился Иссык-Куль, знает только Тянь-Шань и его мать Планета Земля. Ученые предполагают, что озеро Иссык-Куль тектонического происхождения образовалось вследствие разломов, сбросов и прогибов земной поверхности. Обширная часть ее опустилась и заполнилась водой, в то время как соседние участки поднялись на 3,5 километра над уровнем озера и образовали горные хребты Терскей-Алатау, с тюркского пестрые горы, обращенные от солнца к югу, и Кунгей-Алатау, пестрые горы, обращенные к солнцу, к северу от озера. На востоке котловину замыкают обособленные возвышенности Чар-Джон и Алабель, а на западе Каракоо и Кизиломпол. Горное обрамление Иссык-Куля превращается на западе узким Баомским ущельем, по которому протекает река Чу. До Иссык-Куля Чу не доходит лишь 4 километра, но соединяется с ним протоком Кутималды, по которому иногда сбрасывает воду во время паводка. По таким свойствам, как чистота и прозрачность, жемчужину Кыргызстана превосходит только Байкал. Цвет воды темно-синий, у берегов зеленоватый. А какая вода в нем? Соленая или пресная? Ответ на этот вопрос скорее дадут постоянные его посетители, которые с уверенностью подтвердят его соленость. Однако, кто не был, подумает, что вода все-таки пресная. Такое мнение исходит из ошибочного сравнения Иссык-Куль с озером Байкал. Однако большими размерами и чистейшей водой схожесть двух озер завершается. Чтобы наверняка выяснить, какая же вода в Иссык-Куле, подойдем к решению данного вопроса с научной точки зрения. Иссык-Куль – замкнутое озеро. Оно не имеет связи с мировым океаном. В озеро Иссык-Куль впадает более 100 рек и речушек, но не входит ни одна. Ледники в бассейне Иссык-Куля занимают площадь 650 квадратных километров и дают до 40% суммарного годового стока рек, впадающих в озеро, а в летние месяцы свыше 60. Главными источниками, питающими озеро, являются реки Джиргалан, Тюб, Каракол, Джуука, Тон, Жеты, Огуз, Чон Аксу, Чон Кызылсу, Актерек, Барскоон,
Иссык-Куль можно считать центром скопления ледниковых рек, которые несут в своих водах растворившиеся минеральные соли – натрий, сульфат, хлорид и магний. Вода постоянно испаряется, а соли и минералы остаются, и по итогу вода солоноватая, и минерализация составляет около 6 промилле. В зимний период озеро не замерзает, и только мелководные заливы и узкая прибрежная зона в некоторых районах покрываются тонкой ледяной корочкой. Береговая линия озера сильно изрезана. Заливы южного берега образовались в результате затопления устьевых частей речных долин. Всего на озере насчитывается около 20 заливов и бухт. Наиболее значительные заливы – это Рыбачий, Джерголандский, Тюбский и Покровский. Годовое колебание температуры воды от плюс 24 до плюс 5, воздуха от плюс 35 до минус 20. И раз появились градусы, давайте поговорим о климате. Умеренно-континентальный климат Иссык-Кульской котловины, наиболее мягкий в Средней Азии, обусловлен влиянием незамерзающего Иссык-Куля. Озеро повышает температуру воздуха в январе примерно на 10 градусов и обусловливает столь необычное для Средней Азии нежаркое лето. В Иссык-Кульской котловине преобладает теплый и сухой западный ветер, приходящий через Боомское ущелье и носящий местное название Улан или Боом. Холодный восточный ветер, Санташ, иногда встречается над озером с западным ветром и вызывает образование водяных смерчей. Обычны на Иссык-Куле прибрежные ветры, бризы. Днем они дуют с озера на берег, по-местному морской ветер, а ночью с берега к воде, горняк. Такова же смена направления ветра и в горных ущельях. Резкий вечерний бриз вздымает на Иссык-Куле высокие волны, как на море в непогоду, и лодку, застигнутую ветром, может бросать по волнам до утра, ибо весла бесполезны. Выпадение осадков в горах Средней Азии в значительной мере связано с западными ветрами. На первый взгляд кажется удивительным, что воздушные течения, возникающие в Атлантическом океане, пройдя многие тысячи километров и преодолев знойные пустыни Средней Азии, доносят до Тянь-Шаня влагу океана и тем самым в значительной мере определяют характер погоды в горах Тянь-Шаня. Воздух, пройдя через Боомское ущелье, расширяется в Иссык-Кульской котловине, динамически высушивается и принимает характер фена. Проходя над поверхностью Иссык-Куля, воздушные массы вновь насыщаются влагой испарений озера, а попав в восточную его часть, благоприятную для конденсации влаги, образуют осадки, преимущественно в теплое время года. О климате поговорили. Пора бы выяснить, почему все-таки Иссык-Куль. Жемчужину Азии озеро Иссык-Куль в разное время называли по-разному. Это и теплое озеро, и Тускуль соленое озеро, и Джиткуль душистое озеро, и Тимур-Тунор озеро, содержащее железо, а иногда его называют Киргизским морем. Существует несколько объяснений, откуда все-таки взялось название Иссык-Куль. Если брать во внимание происхождение слов в названии озера, то они имеют тюркские корни. Тюркские слова стали прародителями современного названия Иссык-Куль. Киргизское написание озера обозначает горячее озеро, потому что оно не замерзает в зимнее время года. Мы уже знаем, что это происходит из-за мягкого климата, соленой воды и огромных запасов тепла, которое хранится на глубине Иссык-Куля. Но на самом деле вода в нем даже летом не прогревается выше 20 и в редкие годы до плюс 24. Зато она кристально прозрачная и насыщенная кислородом. Так что кто закален и не боится прохладной воды, всегда может покупаться. А кто не хочет, может послушать истории о нем. Иссык-Куль полон загадок и легенд. Легенда гласит о том, как появился горный бассейн. Случилось это в далеком прошлом, когда и в помине не было никакого водоема, а на его сегодняшнем месте стоял великолепный город. Но жизнь большого городища прервалась в один миг. Во время сильнейшего землетрясения земля раздвинулась и проглотила город вместе с его жителями, оставив на его месте огромную впадину. Громадное углубление стало стремительно заполняться водой и превратилось в горное озеро. Как оказалось впоследствии, не все жители погибли в той катастрофе. Живыми осталось несколько девушек, которые в день трагедии ушли в горы за хворостом. Горе так захлестнуло молодых красавиц, что они не смогли смириться с потерей своих
своих родных. Как только всходило солнце, они приходили к водоему и горько рыдали, страдая по потере близких. Слез было так много, что они превратили пресную воду озера в соленую. Именно горючие слезы страдающих девушек дали название озеру Исык, которое переводится как «горячее». Первому слову киргизы добавили «куль», что в переводе означает «озеро». А где легенда, там и быль. Впервые об Исык-куле стало известно из китайских летописей, которые датируются II веком до нашей эры. В нем озеро называют Джихай, что дословно переводится «теплое море». Подлинно известно, что некогда высоко в горах был построен город. Город Чигу – ставка могущественного правителя древнеусуньского племени Союза на Исык-куле, важного промежуточного торгового пункта на зарождавшемся Великом Шелковом пути. В 16 столетии населенный пункт был затоплен, скорее всего, из-за сильнейшего землетрясения. Руины древних поселений на береговой линии озера Исык-куль известны давно, однако ни один из серьезных источников прошлых столетий не мог объяснить историю их появления и разрушения. Многочисленные легенды и китайские летописи свидетельствуют о существовании здесь древних цивилизаций, которые исчезли в волнах Исык-куля. Зная, что это глаз земли, можно предположить, что она просто моргнула. Но поколение сменялось поколением, разноязычные местные племена саки, усуни, тюрки постепенно сложились в кыргызскую народность. Этот процесс начался 2500 лет назад и был завершен к 16 веку с участием других племен Центральной Азии. В течение 3 последних тысячелетий одна цивилизация трансформировалась в другую, оставляя для потомков памяти материальной и духовной культуры. Часть из них с течением времени оказалась под водами Исык-куля. По наблюдениям ученых, озеро по крайней мере 4 претерпело период поднятия и опускания вод. В течение последних 200 лет уровень озера понижается. Не менее занимательно считается сказание о Тамерлане. Тюркский полководец за 7 лет был на озере 3 раза. О правдивости данной легенды свидетельствует перевал, расположенный в восточной части озера. Он образовался во время военных походов Тамерлана в эти земли. Каждый раз, совершая очередной поход по захвату местного населения, среднеазиатский завоеватель приказывал воинам брать по одному камню и складывать их в одно место. Когда проходило все войско, то на этом месте образовалась каменная гора. Однако завоевательные походы Тамерлана провалились. Ему так и не удалось покорить коренные племена. Местное население оказалось достаточно изворотливым. Племена перед приближением тамерланского войска перекочевывали из страны и пережидали в укромных местах. Долго находиться на киргизской территории Тамерлан не мог. Ему нужно было завоевывать другие земли. Возвращаясь назад, полководец отдавал приказ каждому воину взять камень из первой кучи и переложить в другую. Таким способом Тамерлан пересчитывал своих солдат. Отсюда и взялось название искусственной горы-холма – Санташ, что в переводе означает «счетные камни». А первым европейцем, увидевшим и описавшим Исык-кульскую котловину, в 1856 году является великий русский путешественник и ученый Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Еще в 19 столетии Семенов проявил интерес к данной местности, увидев карту 14 века. На ней был изображен город и отмечен несторианский монастырь. В поездке к озеру он обнаружил остатки строений, которые были хорошо видны через прозрачные, как слеза ребенка, воды. Однако научное изучение озера началось только в 19 веке российскими учеными, в том числе и Николаем Михайловичем Пржевальским, похороненным на берегу озера в городе Каракол. Точное изображение озера на карте появилось в 1864 году, благодаря ученому Александру Федоровичу Голубеву, который смог рассчитать все координаты, потратив на это 5 лет. В наши дни, в 2006 году, группа ученых и аквалангистов обследовала дно озера. Это была научная работа, организованная силами совместного с Россией Славянского университета. Возглавил ее Владимир Плоских, являющийся вице-президентом Академии наук страны. Во время погружений были найдены предметы, свидетельствующие о времени гибели города, а также различные постройки. История – это, конечно, хорошо,
что. А как насчет флоры и фауны? Богатый разнообразен животный мир Иссык-Куля. Фауна насчитывает более 80 видов млекопитающих, свыше 330 видов птиц, около 40 видов рыб, в том числе 12 промысловых, около 30 видов пресмыкающихся и земноводных. Среди хищников здесь можно встретить снежного барса, гималайского белогрудого медведя, красного волка, рысь и дикого кота манула. Большое количество парнокопытных, горный козел архар, баран Марко Поло, благородный олень морал, косуля, сибирский козерог и дикий кабан. В незамерзающих водах Иссык-Куля, преимущественно в его западном углу, зимует до 50 тысяч различных уток, главным образом красноносых нырков, лысух, черков и серых гусей, а также около 1000 лебедей, шипунов и кликунов. Тут есть чем поживиться огромному ареалу хищных птиц: орел-беркут, сокол-балабан, сторож горных вершин гриф-бородач. Воды Иссык-Куля, богатые кислородом, населяют рыбы, относящихся к семейству карповых, вьюнковых и лососевых, в том числе голый осман, сазан, серый голец. Давнее географическое обособление и изоляция озера вызвали у рыб развитие ряда новых признаков, приведших к образованию специфических форм рыб, свойственных только Иссык-Кулю. К таким часто иссык-кульским видам относят маринка, чебак, губач, гальян и пескарь. В течение десятилетий проводится систематическая работа по обогащению Иссык-Куля наиболее ценными промысловыми видами рыбы. В озеро выпускают мальки сиванской форели, сибирского омуля, северного сига и волжского судака. Жаркая пустыня, зеленые степи и зоны лиственных и хвойных лесов, тундра и Арктика. Здесь представлено все многообразие климатических поясов СНГ. Этим и объясняется пестрота растительного мира Иссык-Куля. А это около 3500 видов растений. В пустынях и полупустынях вы встретите многолетние травянистые растения и маки. В степях произрастают овсец, ковыль-волосатик, чипча, гусиный лук, осока туркестанская, ирис-лютик и тысячелетник. Основные растения лугов — герань, незабудка, ирис короткотрубчатый, анимона, эдельвейсы, одуванчики, лигулярия, астра, первоцвет, аконит и другие виды растений. В горах вы встретите кустарники рябины, калины, алычи, барбариса, а в поймах рек растет облепиха, шиповник и ива. Мягкий климат, чистый морской ионизированный воздух, целебные свойства воды, обилие солнца и золотые пляжи неудержимо манят к берегам тяньшанской жемчужины миллионы отдыхающих и туристов со всего мира. Природно-климатические условия Иссык-Куля исключительно благоприятны как для отдыха, так и для лечения людей с заболеваниями дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. И все хорошо, но там, где скопление людей, как правило, появляются скопления мусора и отходов их жизнедеятельности. В погоне за монетой от туризма выросли в большом количестве пансионаты и базы отдыха. И со временем на территории курортной зоны Иссык-Куля сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Это уже привело к снижению рекреационной ценности озерного комплекса и при сохранении существующих негативных тенденций может повлечь необратимые экологические и, понятно, экономические потери. Кто захочет принимать помимо радоновой полезной для организма ванны сероводородную с присущей только ей запахом? Ведь одним из главных источников загрязнения являются города и населенные пункты, расположенные в прибрежной зоне и по берегам рек, впадающих в Иссык-Куль. Многие частные пансионаты, дома отдыха, гостиницы и другие объекты не обеспечены системами канализации и очистными сооружениями. Недавно президент Кыргызстана подписал указ о неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль. Согласно документу, запрещается функционирование санаторий и пансионатов без очистных сооружений. А как это на деле, покажет время. И хотелось, чтобы жемчужина Киргизии, Иссык-Куль, высокогорное озеро с особым климатом и отличающееся необыкновенной красотой, являлась предметом особой гордости, и потомки всегда смогли наслаждаться чистотой этого удивительного водоема. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.